Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами я, Алла Гаврилова. Мне 47 лет, и 18 сентября 2018 года мне установили брекет-систему для исправления прикуса. Я уже сделала 3 видео на эту тему. Сегодня записываю четвертое видео. Значит, с момента записи третьего видео прошло 3 месяца, это февраль, март и апрель. У меня было 3 активации, и получается, во вторую активацию в марте месяце мне установили имплант. Многие, наверное, помнят, я говорила о том, что к 47 годам я, значит, пришла полностью, у меня все зубы были свои на месте. Единственное, не было шестого зуба снизу справа. Я его потеряла в 14 лет, мне его удалили. Вот, и на этом месте, значит, лунка была. В эту лунку провалились 2 дальних зуба, то есть 7 и 8. Вот, благодаря брекет-системе мне подняли, восьмерка была удалена, вот, семерку подняли с помощью брекет-системы. И в своем третьем видео я говорила о том, что мне кажется, что у меня уже все хорошо, и мне можно вставлять имплант. Почему? То есть у меня уже, значит, нижняя челюсть, ой, верхняя челюсть стала четко на, значит, нижнюю челюсть. Вот, зуб седьмой подняли мне из лунки. Вот, он встал ровненько, занял свое наконец-то место. Вот, и мне как самой казалось, что там уже достаточно места для того, чтобы установить имплант. Если помните, я говорила о том, что у меня многопетлевая дуга стоит, на ней исправление прикуса идет намного быстрее, зубы, значит, двигаются в 3 направлениях, вот, и на ней, значит, меняется прикус быстрее, и боли не такие сильные, как на обычной дуге. Вот. Значит, у меня пришла я в феврале месяце, значит, врач-ортодонт посмотрела и сказала: все, Алла, можно вам идти к импланту. Записывайтесь в марте, значит, ко мне на активацию и к к имплантологу. Вот, что я и сделала. В марте, конечно, меня помучили. То есть я пришла сначала к врачу-гигиенисту. Она мне сняла дугу на верхней и нижней челюсти. Значит, провели мне гигиену. Гигиена тоже по времени длится очень долго, где-то час, если не больше. Вот, особенно вот уделили больше внимания в зоне операции, почистили. Потом, значит, после этого меня проводили к имплантологу. Вот, что я могу сказать про имплантацию? Начиталась я всяких страшилок, наслушалась, вот, и как-то мне немножко было страшновато, но расскажу сейчас о своих ощущениях. Пришла я в кабинет, смерили у меня давление, спросили про мое самочувствие. Значит, дали мне 2 таблетки, обезболивающую и, значит, по-моему, амоксиклав, антибиотик. Вот. И прополоскала я рот хлоргексидином. Села в кресло, вот, посмотрели, значит, мою десну еще раз. Я была до этого на консультации, то есть тоже врач посмотрел снимки, значит, и сказал, что все нормально, можно устанавливать, места достаточно. Вот, и, значит, ощущений вообще, скажу, никаких особых не было при имплантации. Вот, то, как развязали десну, там что-то с десной делали, я вообще не чувствовала ничего. Вот, чувствовала только, когда начали, вы знаете, как сверло закручивают в дерево. Вот, вот такие вот какие-то и давящие какие-то немножечко на челюсти ощущения. То есть поддавливает и как будто что-то вкручивает. Поддавливают и вкручивают. Вот. Потом, значит, когда вот это вот сверление закончилось, ну, все это делалось аккуратненько, потихонечку, понемножечку. Сделали, видимо, отверстие необходимое, и вот этот сам имплант вкручивали. Чем-то вот как накидным ключом каким-то вот одевали и подкручивали. Опять накидной ключ это одевали как будто бы на имплант и подкручивали. Вот пока, видимо, не завернули его в десну.
ой, в кость саму. То есть кость я вообще не чувствовала, она у меня не болела, поныла после имплантации немножко десна. Вот, и больше, в принципе, ничего. Особо такого не было. Заживление прошло очень хорошо. И единственное, да, что я у врача спрашивала, на что я должна обратить внимание, да, чего-то напугаться или еще чего-то там сообщить вам, позвонить, то есть про свои ощущения рассказать. Мне сказали самое главное, чтобы не было вот этой вот пульсирующей какой-то боли. Видимо, когда нарывает, да, вот у нас как это самое палец или еще какая-то ранка, начинается пульсация. Вот мне сказали, что главное, чтобы не было пульсации вот этой вот. А все остальное, как бы, все нормально. Естественно, первые 5 дней не полоскать рот, то есть делать только ванночки и спокойненько выплевывать это все, то есть без полоскания. Опять же, никаких антибиотиков мне не прописали, то есть сказали полоскать только травами, ромашкой, значит, зеленым чаем, можно ополаскивателем для рта. Вот, и, по-моему, он в первый день даже мне сказал, можно зубки не чистить. Чтобы я не травмировала, видимо, область операции. Вот. И, значит, даже мне не зашивали. То есть настолько вот разрезик был небольшой, четко встал в этот разрез имплант, и швов никаких не накладывалось. В общем, имплант нормально все у меня прижился. Немного меня, значит, напрягло, но я даже не стала звонить. Я посмотрела в интернете, опять же, информацию по этому поводу. У меня побелела десна, то есть у меня с двух сторон на десне как появился как налет какой-то. То ли это не налет, то ли это вот кожа, как она вот на десне, как будто бы от препаратов сожженная, вот, вот побелела. Но к 5-му дню это все у меня прошло. Почему не стала звонить в стоматологию? Потому что, ну, ничего не болело, не беспокоило. Но думаю, позвоню, мне не нравится цвет десны, как бы из-за этого ехать в другой совершенно район города. Вот, я решила не это самое. Посмотрела в интернете, было написано, что да, это бывает, это как отмирает ткань десны, вот, и ничего в этом страшного нету. То есть через несколько дней будет обычная розовая десна. И на самом деле так, после 5-го дня все у меня почистилось. Этот вот слой, видимо, отмершей кожи, он сошел, и все нормально стало. Так, что касается цены. Имплант мне установили за 75 303 рубля. Каждая активация прошла, ну вот, допустим, в этом месяце 12 240. Вот сегодня я заплатила. Так, в феврале 11 590. И в марте 10 240. Так, и сегодня я еще забыла сказать, не просто была, да, вот стандартная активация, а также мне установили еще дополнительно дугу на верхнюю челюсть. Дуга Маллиган называется, дуга Маллиган. В общем, вот ее немножко было больно устанавливать, конечно. Я не ожидала. В общем, и на гигиене как-то было больно. Почему-то зубы стали чувствительными. Но мне посоветовали сейчас купить пасту именно для чувствительных зубов. Вот. И сказали, что получше с этой зубной пастой будет. А вот эту вот дугу, короче, и гигиену сделали, да, мне было больно, я там наревелась. Вот, и устанавливали, когда вторую дугу на верхний зубной ряд, у меня тоже потекли слезы, в общем, пришлось немножко потерпеть. Не ожидала, что будет так больно, я их только похвалила, сказала, что вы меня давно не мучаете, то есть я никакой особой боли не ощущаю. Вот, поболит немножечко и перестанет.
это как бы не страшно. А сегодня, да, вот этой дугой, конечно, они немножечко это... Но боль буквально вот через 5 минут прошла, и все. В общем, спросила я сегодня о том, насколько долго я еще буду ходить в брекетах. Вот, врач мне сказала, что я вам еще не до конца закрыла прикус. Я очень была удивлена тем, что у меня, оказывается, еще и прикус был открытый, потому что чисто внешне этого не было видно, то есть я никогда не шепелявила, у меня прекрасная, нормальная была дикция. А благодаря тому, что мне поставили брекеты и поставили, значит, накладки на пятые зубы, чтобы у меня рот не закрывался, я говорила об этом в первом или во втором видео своем. И, значит, у меня открылся прикус, и я начала шепелявить. Потом не убрали эти накладки. Но, видимо, встал на свое место седьмой зуб, и рот опять перестал закрываться. И я начала опять шепелявить. Вот получается, шестая активация, когда была, мне надели резиночки уже поплотнее, так натянули, значит, зубки, она мне стала уже закрывать прикус. Но сегодня спросила я об этом, я говорю, это из-за чего у меня прикус-то стал открытым? Она говорит, что он у меня и был открытым. Просто чисто внешне это не было видно, и, видимо, на дикции как-то это не сказывалось. Но как бы я вот с этим немножко не согласна. У меня закрытый был прикус. Может быть, он был и неправильный в какой-то степени, но он у меня был закрытый, то есть я никогда не шепелявила. Только мне одели брекеты, у меня рот открылся, и, естественно, все звуки стали произноситься как-то совершенно по-другому. Даже сейчас вот уже он уже у меня более-менее закрытый, да, есть небольшая щелочка, но уже я не шепелявлю, то есть я разговариваю более-менее чисто. В общем, не знаю, в чем тут причина. Так я до конца не согласна все-таки с врачом, что у меня был открытый прикус. Мы, то есть, и посмотрели фотографии, все у меня четко верхний зубной ряд прикрывал нижний зубной ряд. Никакого открытого прикуса не было. Откуда он взялся, то ли, может, это брекет-система на мне так отразилась, то ли что, то ли это правда на седьмом зубе. То есть седьмой зуб, как только из лунки подняли, верхняя челюсть встала выше, и поэтому и рот перестал закрываться. В общем, вот не знаю. И по поводу того, значит, как долго мне ходить в брекетах. Она сказала, что мы до сих пор вам еще прикус не закрыли. До сих пор мне не нравится ваша, значит, верхняя, получается, верхний зубной ряд. Мне бы хотелось его еще больше расширить. Поэтому сегодня вот дополнительная вторая дуга была поставлена мне. А на мой-то взгляд, мне кажется, что у меня уже вообще все прекрасно и хорошо. Но врачу, как говорится, виднее, то есть лечение продолжается. Так она мне, собственно говоря, я вот несколько раз ей задавала вопрос, все-таки мне это, говорю, все надоело. Она говорит, а вы с какого месяца ходите? Я говорю, ну вот уже с сентября месяца прошлого года. Она говорит, ну еще минимум полгода будете ходить. То есть минимум полгода, не то, что будете ходить, а будет у вас исправление прикуса еще минимум полгода. То есть помните, да, наверное, я вам говорила, что мне врач сказал, я вам за полгода прикус исправлю. Сейчас, получается, я с сентября хожу уже в брекетах, получается, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, это 7 месяцев, и да еще полгода. Это год и 3 месяца, я только будут мне делать активацию и будут делать правильным прикус. То есть еще вот год и 3 получится у меня, а потом, видимо, еще эту дугу поставят, и она как для закрепления эффекта будет у меня. Тоже не знаю, насколько по времени. В общем, не быстро это дело. Ну, раз уж я настроилась, надо пройти этот путь до конца. Всем большое спасибо за просмотр. Заходите на мой канал, подписывайтесь.
То есть будет что-то новое, что-то происходить, да, у меня. То есть я все это буду рассказывать и показывать. Спасибо всем большое за просмотр. До свидания.